Всем привет! Сегодня вторник, а значит я отвечаю на вопросы подписчиков. И вот один из них. Расскажите, что кушаете в походах и как обустраиваете быт. Вопрос про быт требует довольно расширенного ответа, и, пожалуй, я оставлю это для следующих видео. Сегодня мы поговорим о том, чем питаться на природе. Поехали! Конечно, все зависит от цели и продолжительности поездки. Для начала то, что мы берем на один день. Обязательно что-нибудь, что можно приготовить на костре. Иначе зачем куда-то ехать? Это может быть шашлык, сосиски, охотничьи колбаски, картошка с салом, хлеб и даже зефирки. И в дороге, и на природе очень удобно питаться бутербродами. И бутерброды мы делаем самые разные. Мы очень любим обычный паштет, поскольку он практически не портится, плавленые сырки в треугольничках, обычный сыр, а также копченую колбасу. Раньше мы любили бутерброды с балыком, но он очень быстро портится даже в сумке-холодильнике. Для особо походного вкуса хлеб на бутерброды лучше поджарить на костре. Мы обязательно берем овощи, огурцы и помидоры. Они также могут отлично вписаться в бутерброд или пойти на закуску к шашлыку. В сезон мы также берем фрукты, черешню, персики, но нужно помнить, что съесть их нужно как можно раньше. В более длительную поездку на 2-3 дня мы уже берем с собой котелок, а значит без чая никуда. К чаю мы берем с собой очень много конфет, а также сухофрукты. Также в более длительную поездку мы берем с собой стаканчик гречневой крупы и тушенку. Получается супер классная гречневая каша с тушенкой. Это блюдо я могу есть только приготовленным на костре и только на природе. Можно брать с собой свежее мясо и сосиски, но готовить их лучше в первый же день. В остальные дни заменой может стать уже упомянутая колбаса, а также сушеное мясо. Ну и, конечно же, свежий улов, что с нами бывает довольно редко. Также нужно обязательно позаботиться о воде. Как правило, на один день на 2 человек нам хватает 2 бутылки по 1,5 литра. Если будет возможность пополнить воду в родниках, отлично. А если нет, то для очистки речной воды мы берем с собой специальные средства. И напоследок, рецепт моей любимой картошки с салом. Нарезаем картошку и сало ломтиками и насаживаем на шампур вперемешку. Заворачиваем в фольгу и ставим на угли. В зависимости от жара по мере готовности оставляем на углях на 40-50 минут, а потом убираем фольгу и оставляем запекаться до красивой поджаристой корочки. А если вы не знаете, как найти место, куда поехать, то посмотрите предыдущее видео из этой серии. Любые свои вопросы вы можете писать мне в комментариях или в Инстаграм. Путешествуйте и ищите радость в своей жизни. С вами была Любава. Всем пока!